Добрый день, дорогие друзья! Устала я находить, как вы говорите, проблемы со звуком в прошлом видео, поэтому будет новый гороскоп. Присаживайтесь, мои дорогие, поудобнее. Это гороскоп на ноябрь месяц для любимых и творческих рыб. Поехали, мои дорогие! Если вы еще до сих пор не подписаны на мой канал, ставьте вот здесь колокольчик, подпишитесь для того, чтобы регулярно получать уведомления. Иначе мне пишут, что почему я не видела это видео раньше, а время уже прошло. Да? Для того, чтобы не пропустить важные события на небе. И я, как говорится, начинаю. Новый гороскоп для рыб на ноябрь 2023 года. Что, мои дорогие рыбки, не скажу, что этот месяц для вас будет сложным, легким. Нет такого слова, которое нужно как бы сказать, да, подобрать, потому что он будет явно неоднозначным. Первая половина ноября будет очень сильно фонить настроение от коридора затмений. Первая неделя во всяком случае будет напряженная, в работе будет сложно сориентироваться. Вот полезут, как говорится, наружу все амбиции, все переживания, все моменты осознания, где что-то не достигли, не реализовались, придут определенные смыслы, которые будут вот прям вот изнутри разрывать вот это вот ощущение обыденности, что ли. Резко будет казаться, что вот что-то в жизни вы не сделали, да, то есть придет сам вот этот момент, что реализация это важно, реализация это, почетно, реализация это, дело жизни, да, для чего пришли, для чего живем, для чего стараемся, да. И на это как раз-таки уйдет первая неделя ноября. От этого, естественно, что в работе, да, возможно натворить всяких разных дел, испортить репутацию своими движениями, переживаниями, нереализованными амбициями. Можно что? Можно, конечно, начать пиариться, можно начать внедрять все те идеи, которые у вас были, но скажу так, что в здравом уме получится сложновато, да. Не зря говорю, что месяц будет разнообразный, интересный. Не сказать, что тяжелый, не сказать, что легкий, но вот он вот такой, да. Вторая половина, вторая неделя ноября будет попроще, но уже такой. В связи с тем, что эмоций было очень много, захочется уже вот прям просто дожить до нового лунного цикла. Новый лунный цикл, он с 13 ноября. И здесь, конечно, захочется прям... Чем ближе к новому циклу захочется обнулиться, все стереть и начать сначала, да, как говорится, с чистого листа. Тоже имеет место быть, но смотрите, именно по своей ситуации я всегда говорю, что нет универсальных решений. Этот гороскоп у меня тоже общий, и если вы это понимаете, вы адекватный человек, вы понимаете, что я не могу, условно говоря, для, почти 1 миллиарда рыб, да, которые существуют, живут сейчас вместе с нами, называть одни и те же, да, советы, поэтому кому-то необходимо в этом ноябре обнулиться, кому наоборот необходимо что-то внедрить в новом лунном цикле, кому-то необходимо пойти дальше сложной дорогой, более сложной дорогой, чем она была. И здесь, как говорится, все зависит именно от вашего времени и места рождения. Какие есть вы рыбы, что вы дошли к этому моменту времени, да, какие осознания и именно действия вы совершили для того, чтобы оказаться именно в этом отрезке времени. Я не знаю, может, вы какой-нибудь гениальный второй Пикассо и всю жизнь сидите и не думаете, не знаете, что бы такого сделать, да, либо же вы, наоборот, всю жизнь ничегошеньки не сделали и такие, так, надо бы что-то поделать, да, естественно, бэкграунд у всех абсолютно разный, и здесь нужно это трезвым взглядом понимать, да, то есть это обычные такие простые вещи, которые,
вроде бы простые, для кого-то они простые, для кого-то они гениальные, да, но здесь у каждого свой бэкграунд, каждый начинает свое развитие в определенной точке, это необходимо понимать. Поэтому, дорогие рыбы, в середине ноября, с начала нового лунного цикла, понимаете, что если прям эмоции вот так вот бьют ключом и очень сильно хочется все стереть, удалить и начать сначала, вот здесь остановитесь. Это такое внегласное внешнее состояние, да, когда вот эмоции играют вверх, да. Здесь остановитесь, подумайте. Во всяком случае, если хочется очень быстро и резко все сделать, а Уран, который в оппозиции с Солнцем и с Марсом, будет поступать именно так, здесь во всяком случае, слово вылетело. Здесь во всяком случае подождите, потому что буквально придет 18 ноября, вот 5 денечков подождите, да, и вы поймете, за это время как раз-таки уяснится в вашей голове, ну, пока вот вас будет вот так вот колбасить и штормить, вот выпишите, да, вот желательно, вот я всегда говорю, ведите дневник для того, чтобы там вот понимать, электронный или бумажный, неважно, да, для того, чтобы потом перечитывать и понимать свои эмоции, да, свое настроение. И для астрологов, кстати, это очень удобно, чтобы просчитывать транзиты. Но фишка заключается в том, что с 18 ноября наступит такое благостное и приятное время для работы, для осознаний, для начинаний. Новый лунный цикл, обновится Луна, обновится месяц, уже дальше будет коридор затмений, то есть та энергия уже закроется, да, то есть что внедрили в коридор затмений, прекрасно, не внедрили, ну что, надо трудиться, стараться внедрять все заново, да, идти туда, как говорится, не стоять на месте. Последняя неделя ноября будет достаточно такой, я бы сказала, наверное, запутанной, да, потому что будут попадаться странные люди, будут случаться ситуации, которые были у вас в прошлом, отношения, которые были в прошлом, партнерские они или же нет, рабочие, неважно, да. Главное, отслеживайте, понимайте, что такие моменты это норма, да, потому что в начале декабря будет разворачиваться ваш главный управитель Нептун, и перед разворотом Нептуна, да, всегда происходят вот такие вылазят странные скелеты шкафов. Это как бы истории, которые мы не доделали ранее, связанные с этой планетой, связанные с нашими эмоциями, да, с нашими переживаниями, глубокой любовью, с творческими порывами. То есть еще как бы, дорогие рыбки, до 5 декабря есть момент вот как раз покопаться в своих творческих проектах, международных проектах, все, что раньше не доделали, именно связанные с нептунианской темой. Например, научиться плавать вы давно хотели, да, не могли, легко получится, да, то есть главное, чтобы пойти, ну, потому что неумение плавать это такой внутренний глубинный страх, просто, даже не просто страх воды, а внутренний страх такого большого глобального доверия, да, потому что, ну, это же мир, вода, мы все состоим из воды. Мне очень часто оставляют такие смешные комментарии. Все вода, конечно, все вода. Мир на 70% состоит из воды, мы почти полностью состоим из воды. Все вода, тогда что не вода, да? Поэтому доверьтесь миру, дорогие рыбки, и научитесь плавать, да? Отпустите вот этот контроль. Необходимо. Пожалуй, это напутствие не только для тех, кто хочет научиться плавать, а для тех, кто хочет просто научиться жить, жить в своем знаке рыбы, жить в этом осознании, что это глубокий и интересный знак. Главное, не бояться его реализовывать, потому что настоящие рыбы живут в своей реализации. Это те рыбы, которые доверяют этому миру, да? Потому что рыба – это определенный знак, который связан со всем глобальным, и это именно потаенные внутренние зоны психики всего глобального. Как говорится, чему сложно довериться, но можно. Поэтому, дорогие рыбы,
После всех ноябрьских гороскопов выпущу большое видео про вас, про ваш знак зодиака, для того, чтобы вы больше себя понимали, свои плюсы, минусы, корректировали их, да, свое настроение, осознание, для того, чтобы, как говорится, легче жилось. Немножко забегая вперед, забегу про декабрь, потому что считаю разумным рассказать про декабрь вкратце, да, естественно, через месяц будет декабрьский гороскоп, потому что для того, чтобы вы сейчас уже в октябре спланировали время до конца года, завершили его достойно, качественно и, конечно же, в плюсе, да. Так вот, первая неделя декабря разворачивается Нептун, и здесь, конечно же, эмоции внутренние, осознание, что мир настолько движется быстро, и что нельзя упускать все эти шансы, которые даются, они придут. Прекрасное время, причем для работы, для реализации, для составления планов, построения новых планов на следующий год, да? Для того, чтобы завершить этот год качественно. С 13 декабря, да, с 13 там в ночь начинается у нас ретроградный Меркурий. Я бы, как говорится, 2023 год закончила бы 13 декабря, да, для того, чтобы хорошо уйти на праздники, потому что с 13 декабря на 3 недели нас всех ждет ретроградный Меркурий, а это что? Сбитая коммуникация, misunderstanding, как говорится, да, когда поставки, доставки, договора, все это начинает сбоить, все это перестает работать как надо, и хочется просто сесть, сказать: остановите планету, я сойду. Но нет, дорогие рыбки, не просто так именно в этом сложном году. Год на самом деле такой сложноватый, но об этом я буду писать завершающий на декабрь, каким был год, какой будет следующий и тому подобное, да. Поэтому мы еще в 23-м, да, мы еще здесь, нам еще здесь трудиться. Понимаете, планируйте, да, в ретроградном Меркурии последние 2 недели декабря будьте аккуратны на дорогах, будьте аккуратны с людьми, не наговорите лишнего, о чем будете сожалеть, потому что, ну, придет январь месяц и будете сожалеть. Поэтому относитесь бережно к себе, к другим людям, к своей работе, к своему делу жизни, и знайте, что вот когда все сложно, конечно, реализоваться сложно, но когда вот идет вот такая сложность, как сейчас, ноябрь, декабрь, это показывает о силе своего характера. Я понимаю, что рыбы такой творческий, душевный знак, но характер же он идет через душу напрямую, да. Поэтому, дорогие рыбки, здесь, конечно же, чувствуйте, понимаете, ощущайте, включайте интуицию. В работе должно быть все прекрасно. В работе должна идти планомерная деятельность. Как говорится, Сатурн развернулся в начале ноября, поэтому начинайте новые дела, которые вы хотели делать, и продолжайте их планово, для того, чтобы эмоциональный фон не сбивал вас. Да? Естественно, сложно это будет сделать, потому что мы не мы без наших эмоций. Да? Действуйте, внедряйте в работе, хорошо получится международка, хорошо получится информационные дела. В декабре так вообще отличное, прекрасное время для заработка, для того, чтобы получить свою прибыль, потому что декабрь, там все вообще зеленое на небе, да, все в денежных знаках, поэтому работайте. И в конце декабря можно получить прибыль, но договориться будет сложнее. Поэтому обговаривайте заранее все доставки, поставки в ноябре и первые 2 недели декабря. Это что касается сферы работы. Что касается личной жизни. В личной жизни же самый сложный период будет это первая неделя ноября. Захочется вот прям таки впасть в жертву, захочется прям таки предъявить эмоции, претензии. Но эта неделя сменится следующей неделей. В середине, как говорится, ноября, на смене лунного цикла эмоций будет уже столько, что захочется разорвать отношения, поругаться, уйти, развестись. Не делайте этого ни в коем случае, потому что пройдет время, и вы поймете, что все можно было сделать совершенно по-другому. Да, это время у нас как раз-таки январь месяц. Да, поэтому, дорогие мои любимые рыбки, не рубите дров, думайте, мыслите, и все у вас будет
прекрасно. Дорогие рыбки, это был ваш гороскоп на ноябрь 2023 года. Вот такой интересный месяц. Следуйте рекомендациям, оставляйте комментарии, если же у вас есть вопросы. Не знаю, был этот гороскоп другим или я рассказала все точно так же. Не сверяла ни разу, но надеюсь, в этот раз со звуком все прекрасно. Дорогие, спасибо, что досмотрели это видео до конца, и увидимся с вами в следующем ролике.